Всем привет, на связи МК. Кто бы что ни говорил, а игровые ноутбуки становятся все популярнее, как в России, так и за рубежом. А чем популярнее становится продукт, тем больше на него слетается маркетологов с различными советами, как сделать или продать его лучше. И как это обычно бывает, когда мнение рекламщиков важнее, чем мнение инженеров, рождаются различные фичи, которые красиво выглядят на бумаге, но не работают на практике. В этом видео разберем 7 нерабочих фишек игровых ноутбуков. Поехали! Раз уж Intel застряла на 14-нанометровом техпроцессе, то единственное, на что им приходится давить, так это частота процессора. Согласитесь, 8 ядер и 5 ГГц в ноутбуке выглядит круто. Тут прямо удивляешься магии, ведь десктопный Core i9-9900KS с такой же частотой имеет теплопакет в 125 Вт, а на деле потребляет все 150-180. А тут такая мощь умещается в 45 Вт. На деле, разумеется, никакой магии, чистый маркетинг. На всех слайдах, где вам будут расписывать высокие частоты мобильных CPU, будет важная приписочка «до». И все сразу встает на свои места, ведь 3 ГГц это до 5, или даже 1 ГГц это тоже до 5. Более того, зачастую внизу слайдов есть различные мелкие приписочки, где четко говорится, что для получения 5 ГГц нужно трижды хлопнуть в ладоши, запастись жидким азотом, обложиться вентиляторами и проводить измерения в морозилке. И лишь тогда вы, возможно, и увидите такую частоту. Правда, на одно ядро. Ах да, вам нужно на все, ну тогда вот вам 4 ГГц. На бумаге, конечно. И таким же маркетингом занимается AMD. Очевидно, что нереально 95-ваттный Ryzen 7 3700X запихнуть в 35 Вт без потери частоты. А ведь именно так это и выглядит на примере Ryzen 9 4900HS. И отсюда возникает немаловажный вопрос, а на каких частотах реально будет работать тот или иной CPU в ноутбуке? Для этого используется такой параметр, как базовая частота, и вот она у мобильных чипов обычно около 2-3 ГГц. Разумеется, стоит понимать, что настолько низкая частота будет лишь при крайне серьезных нагрузках, типа синтетических бенчмарков, и на деле в играх современные мобильные процессоры скорее всего покажут около 3,5 ГГц. А в случае игровых гробов весом под 5 кг возможно и будет 4 ГГц или слегка больше, но все еще 5 ГГц остаются недосягаемыми и чисто маркетинговыми. Производители ноутбуков очень любят показывать, как геймеры играют на них на улице или в кафе. Это же любят показывать некоторые обзорщики, поэтому складывается впечатление, что современный игровой ноутбук – это отличная машина для игры где угодно. Однако практика сурова. Выдавая под сотню FPS в тяжелых современных проектах, ваш новенький лэптоп может не дотянуть и до 30 кадров, если вы выдернете из него шнур зарядника. И даже в таком случае получится рассчитывать от силы на час игры. Почему так? Да потому что физику не обманешь. Связка из Core i7 вместе с RTX 2070 в ноутбуке могут потреблять до 150-200 Вт, что разрядит стандартный аккумулятор на 60-80 Вт-часов буквально за полчаса, если не меньше. И для современных литий-ионных аккумуляторов такой быстрый разряд крайне не полезен, они будут сильно греться и быстро выходить из строя. Вот и получается, что производители вынуждены ограничивать максимальное энергопотребление ноутбука при мобильном использовании, чтобы аккумулятора хватало где-то на час, и урезание это получается крайне существенным. Поэтому если вы хотите играть в дороге, то вам придется брать модели с низковольтными процессорами, потребляющими 15 Вт, вместе с видеокартами начального уровня, типа GTX 1650, ибо такое железо обычно нет смысла урезать, оно не будет насиловать аккумулятор, но и производительность при этом будет печальная. Так что если вы видите красавца с Core i9 и RTX 2080, на котором запущена топовая игрушка и не видно подключенной зарядки, знайте, что это очередной обман маркетологов. Друзья, прежде чем продолжить, хочу напомнить вам подписаться на канал. Я выпускаю ролики только по сценарию, никакой лишней болтовни. Если вам интересна IT-тематика, чтобы не пропускать видосы, жмякните на подписку, ну и на колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Также в описании оставлю ссылку на мою страницу в ВК, Инстаграм и группу МК, на которой вы можете почитать свежие IT-новости и заглянуть в наш магазин готовых ПК. Едем дальше.
Сейчас во всем мире бум на технику с высокогерцовыми дисплеями. Уже даже во флагманские смартфоны ставят 90-герцовые матрицы, чего уж там говорить про игровые мониторы. И очевидно, эта мода пришла и в игровые ноутбуки, причем во всей красе. Совсем недавно в продаже появились модели с 300-герцовой матрицей. И тут дело даже не в том, что далеко не каждый человек сможет увидеть 300 кадров в секунду. Тут дело в том, что такие матрицы зачастую и 150 честных кадров выдать не могут. Почему? Да потому что частота обновления всего лишь означает, что матрица способна вывести определенное количество изображений в секунду, но она ни разу не говорит о том, что они будут различными. За это отвечает такой параметр, как время отклика, то есть время, за которое матрица способна вывести другую картинку. Если оно составляет 1 миллисекунду, то матрица теоретически способна выдать 1000 кадров в секунду. И вот проблема в том, что ноутбучные матрицы нередко имеют время отклика в 10-15 миллисекунд, то есть могут честно выдать в лучшем случае 100 кадров. И даже если она будет иметь частоту в 300 Гц и в игре будет такой же FPS, картинка не будет четкой, многие видимые кадры по сути будут склейкой из нескольких, ибо матрица не будет успевать обновляться вовремя. Так что перед тем как выложить кругленькую сумму за ноутбук со 144 или 300 герцовым дисплеем, для начала убедитесь в обзорах, что матрица действительно может их честно вывести. В противном случае вы просто переплатите за воздух. Зеленая компания на рынке ноутбуков чувствует себя максимально вольготно. Еще бы, Intel со своими интегрированными GPU вообще не конкурент, а от AMD самая топовая на данный момент графика Radeon RX 5500M, которые мы тестили на обзоре Note MSI, в лучшем случае выступает на уровне GTX 1660, то есть линейка RTX 2000 вне досягаемости. Вот и получается, что маркетологи Nvidia издеваются над владельцами игровых ноутбуков как могут. Начнем, пожалуй, с самого замечательного понятия, как Max-Q, которое можно четко охарактеризовать одной фразой – попытка впихнуть невпихуемое. Всем и так очевидно, что впихнуть полноценную RTX 2070 с тепловыделением под 200 Вт в корпус ноутбука, мягко говоря, сложновато. Что сделала Nvidia? Вполне разумное снижение частоты на 10%, что привело к снижению тепловыделения приблизительно на 20%. И если потеря производительности кажется незначительной, то вот в случае с TDP это уже не так, что позволяет ставить такую видеокарту в не самые тонкие лэптопы. Но компании это показалось мало, ведь есть так называемые игровые ультрабуки, которые весят меньше 2 кг и имеют толщину меньше 2 см. И их потенциальные владельцы тоже хотят иметь внутри топовые RTX. Что же делать? Правильно, снижать частоты дальше и обозначать полученные видеокарты таким же словом Max-Q. Как думаете, на какую величину Nvidia дополнительно снизила частоты? Процентов на 10? А как насчет вдвое? Да-да, минимальная версия RTX 2080 Max-Q может иметь частоту всего 735 МГц при теплопакете в 90 Вт. Да, в играх будет работать буст, и частота поднимется до 1200-1300 МГц, что все еще ощутимо меньше, чем 1900 и 2000 МГц у десктопных моделей. И в итоге производительность такой видеокарты оказывается всего лишь на уровне десктопной RTX 2060. При этом везде будет гордо отображаться, что это RTX 2080 Max-Q. Ну и под конец есть две вишенки на торте. Во-первых, Nvidia не обязывает производителей указывать, что в лэптопе стоит Max-Q версия видеокарты. То есть вы можете купить ноутбук, думая, что там честная мобильная RTX 2070, а на деле получить производительность уровня GTX 1660 Ti. Во-вторых, сама настройка Max-Q не жесткая, там есть огромная градация по возможным частотам и теплопакету, так что два разных ноутбука с RTX 2080 Max-Q могут вести себя совершенно по-разному. Один может выдавать производительность условной RTX 2070, а другой лишь RTX 2060. Думаете, это все? Как бы не так, Nvidia решила привнести в ноутбуки линейку Super. Ее не очень хорошо приняли в десктопах, что вполне ожидаемо. В большинстве своем изменения там чисто минорные, а разница между RTX 2070 и 2070 Super составляет зачастую порядка 5-7%, что сложно заметить в играх.
И лишь младшие модели типа GTX 1650 Super или GTX 1660 Super оказались достаточно интересными. И да, компания не забыла сделать видеокарты Super Max Q. Короче говоря, 3 первоначальных RTX 2000 в ноутбуках превратились в 12 моделей с абсолютно неочевидной производительностью, где временами модели с RTX 2070 оказываются быстрее, чем RTX 2070 Super из-за лучшего охлаждения у первых. А про Max Q и говорить не стоит, там вообще полный ад. Вот и получается, что маркетологи потрудились на славу, и наличие в ноутбуке определенной модели RTX 2000 не говорит ровным счетом ничего о производительности, пока вы не заглянете в его тесты, что мы крайне рекомендуем сделать перед покупкой игрового лэптопа. Дабы потом не было вопросов в стиле «почему мой старый ноутбук с GTX 1080 тянет игры лучше, чем новый с RTX 2070 Max Q». Про лучшие сайты с обзорами и тестами компьютерного железа я уже рассказывал в одном из роликов. До сих пор мантра «памяти много не бывает» заставляет маркетологов пихать в ноутбуки по 32 и даже 64 гигабайта ОЗУ. Никто не спорит, такой объем действительно нужен для мобильных рабочих станций, оснащенных Xeon с видеокартами Nvidia Quadro. Для графических задач временами и такого объема памяти бывает мало. Однако, если мы рассматриваем сугубо игровое использование ноутбука, то даже с топовыми моделями, где стоят мощные RTX 2070 или 2080, вполне можно ограничиться 16 гигабайтами памяти. Таким видеокартам собственной памяти хватает, и даже в 4К AAA проекты займут лишь 8-10 гигабайт ОЗУ, оставляя под систему еще почти столько же. Конечно, можно вспомнить про запас на будущее, но тут не все так просто. Это вы десктоп можете проапгрейдить, поставив более быстрый процессор или видеокарту, а подавляющее большинство ноутбуков такой возможности лишены, и поэтому на тот момент, когда 16 гигабайт памяти перестанет хватать для высоких настроек графики, условная RTX 2080 и не сможет их обеспечить. Поэтому, если вы видите ноутбук с той же RTX 2070 и 32 гигабайтами ОЗУ, не стоит переплачивать за него, причем зачастую переплачивать немало, нередко лишние 16 гигабайт памяти оцениваются больше, чем в 10 тысяч рублей. Лучше потратьте эти деньги на более быстрый процессор или емкий SSD, от этого хотя бы точно будет толк. Ну и под конец, даже если вдруг через пару лет вам не будет хватать 16 гигабайт памяти, ее редко распаивают на платах в игровых ноутбуках, и вы почти всегда сможете относительно дешево ее увеличить. Появление линейки Core i9 в десктопах было вполне понятно. Это максимально быстрые процессоры, доступные пользователям, которые через несколько лет будут выдавать очень неплохую производительность. И разумеется, такой подход в ПК оценили достаточно высоко, ибо там вопросы энергопотребления стоят на втором месте, если не третьем. И Intel, дабы показать, что она не разделяет ноутбуки и десктопы, решила сделать эту линейку мобильной. В 9-м поколении процессоров это смотрелось вполне разумно. Core i7 были 6-ядерные, Core i9 уже 8-ядерные, и лишние пары ядер, пусть и на более низких частотах из-за одинакового теплопакета, давали порядка 15-20% прироста производительности, что достаточно ощутимо. А вот с 10-м поколением компания сильно нахимичила. Core i7 теперь тоже могут быть 8-ядерными, и разница с Core i9 получается лишь в частотах и возможности разгона у последнего. Но с учетом того, что все они опять же загнаны в один и тот же теплопакет, который особо не расширить, обе линейки процессоров не способны достичь максимального турбобуста на все ядра, а разгон, про него вообще можно молчать. Доходит просто до смешного. Из-за лучшего охлаждения Core i7 10-го поколения могут быть быстрее Core i9, так что польза от наличия последнего в ноутбуках под большим вопросом, ибо высокие на бумаге частоты на деле оказываются в лучшем случае идентичны более простым Core i7. Короче говоря, это чисто маркетинговая линейка. Казалось бы, 2020 год, все уже по умолчанию перешли на SSD и двухканальный режим работы ОЗУ. А на деле до сих пор в продаже можно встретить лэптопы с одной плашкой аж на 16 гигабайт памяти и HDD, используемые под систему. Разумеется, кто-то может сказать, так это ж экономия, потом самому можно поставить. Увы, нет, проблема в том, что многие современные ноутбуки перешли от лючков на задней крышке к полностью снимаемому днищу. И этот процесс во многих случаях лишает вас гарантии.
Более того, еще года 3-4 назад установка ОЗУ, особенно DDR4 в одноканальном режиме, вполне позволяла поиграть в современные игры. Пусть и с некоторой потерей кадров и возможными фризами, то теперь двухканальный режим просто обязателен. Без него вы рискуете ловить в современных тяжелых AAA проектах постоянные подтормаживания, а то и вовсе подвисания на долю секунды. С жесткими дисками все так же плохо, та же Windows 7 изначально была под них рассчитана, поэтому даже сейчас со всеми обновлениями она работает на HDD относительно терпимо. Но современные ноутбуки совместимы только с Windows 10, а она нормально работает только на SSD. Те же обновления системы на жестких дисках легко могут лишить вас ПК эдак на полчаса, а топовый Core i7 по отзывчивости в работе может быть на уровне Celeron. В результате, как видите, маркетологи и в ноутбуках оставили для нас множество ловушек. Так что перед покупкой лэптопа внимательно изучайте его обзоры на различных технических ресурсах, видеообзоры, только так вы можете убедиться, что берете именно то, что вам нужно. Это был мой компьютер, меня зовут Михаил Крошин. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам зашло это видео, это действительно важно. Все ссылки в описании. До скорых встреч!